Всем привет! В нашем мире постоянно происходят удивительные ситуации, и мало кто может их увидеть вживую. Но некоторые моменты удается запечатлеть на камеру, для того чтобы потом поделиться ими с друзьями. И в сегодняшнем ролике ты увидишь невероятные вещи, которые удалось снять на камеру. Смотри ролик до конца, там будет много чего интересного. Наверное, грустно осознавать, что собака намного сообразительнее, чем твои дети. Тот момент, когда поверил на слово Перекупу. А вот они, настоящие бои трансформеров в реальной жизни. Именно такими должны быть рекламные ролики для внедорожников. Эта собака настоящий король троллинга. Еще бы чуть-чуть и лопнули бы совсем другие шарики. Если вы не знали, как проходят съемки таких эпичных кадров, то вот вам ответ. Наверное, этот видос надо было отнести в подборку глюков с матрицей. А вот как происходит испытание реактивного двигателя. А вот как змеи лазают по деревьям. Нет лучшей тренировки, чем работа в быстрой доставке. А вот как выглядит читерство на рыбалке. Oh god, that was awesome. Oh man, hold on. Oh, it's a big one. We gotta get him to straighten out. Yeah. Oh my gosh, on the camera too. No! Минутка залипательного видео никогда не помешает. Если вы не успели купить билет на концерт любимой группы, то берите пример с этого парня.
Признайся, ты тоже ждал момента, когда бревна сломаются. Плюс еще одна фобия для водителей. Этого щенка жизнь точно ничему не учит. Когда кругом пробки, но на работе у тебя уже было последнее предупреждение за опоздание. Водитель этого погрузчика явно переоценил его возможности. А это, наверное, его брат. Тот, кто отвечает за эти переезды, был, наверное, чемпионом по игре в змейку. Вот почему лучше все-таки воспользоваться автосервисом. Там хотя бы виноватым будешь не ты. Думаю, не стоит повторять дважды про автосервис. А вот что бывает, когда у самолета отказывают тормоза. Так вот для чего они нужны. Оказывается, в животном мире тоже существуют своего рода наркозависимые. Интересно, много кто из вас узнал эту музыку. Кажется, именно такой она должна была быть в оригинале. Если бы в каждой автошколе был такой стенд, то все бы водители понимали, для чего нужно пристегиваться. Ручник умеешь снимать? Снимаешь с ручника, как только ты с ручника снимаешь, ты пошел. Поехали. Прикольно. Расскажи. Лучший друг никогда не бросит в беде. А с этого ракурса можно понять всю массивность контейнеровоза. Интересно, именно так американцы представляют обычный день у каждого жителя в России? А какой был у вас первый рабочий день на новом месте? Теперь они точно пересмотрят свой способ хранения. Когда загружали прицеп с тягачом, а разгружать приходится без него.
А этот парень точно попал в рай для грибников. Look at this. Look. I mean, these are absolute beauts. Look at that. Look at that. Incredible. Look at this. I mean, what can I see there? I don't know. I've never, ever seen anything like this. Well, except for those photos from Poland and such places. Вот до чего доводит жадность. Эту собаку, наверное, растили хомяки. Наверное, туда просто кто-то случайно уронил пачку ментоса. Ничего залипательней в своей жизни я еще не видел. А под водой, наверное, сидят судьи и оценивают прыжки из воды. Если вы случайно разбили свой монитор, то вот как можно его починить. Просто потребуется скальпель или отвертка для его ремонта. Плавными и легкими нажатиями ведем выбранным инструментом вдоль трещины, как будто вышиваете крестиком. Как вы видите, трещины затягиваются автоматически. Всего 10-15 секунд ремонта, и ваш монитор совсем как новый. А это именно тот момент, когда давно не видел лучшего друга. А вот они, недостатки современных технологий. Наверное, каждый бы хотел оказаться на его месте. Мне кажется, он еще долго будет обходить стороной эту тумбочку. Он один из немногих, у кого это получилось. Наверное, он пошел похвастаться соседским дружкам. Интересно, у хозяина в страховке прописан пункт о выплате ущерба от петухов? Кажется, эти парни знают, как вызвать черную дыру. Okay. Ôi vãi lồn điều. В животном мире тоже есть своя мафия. Когда ты выходишь из дома, и до тебя докапываются местные гопники. Когда оказался везунчиком по жизни. Утренняя гимнастика никому не помешает.
Интересно, что это за магия? Ставь лайк, если тоже понял не сразу. Как вы думаете, что может находиться в этой старой коробке? Это старинные стекла с микрофотографиями и микрокартинами, которые можно рассмотреть только под микроскопом. При этом на каждом стеклышке есть название и имя автора данного творения. Просто сравните размеры этих изображений с пальцем оператора этого видео. Лошади уже начали эволюционировать, чтобы наезднику было удобнее держаться, но на самом деле у нее врожденный дефект шеи, из-за которого образовалась сквозная дыра. Вот наглядная демонстрация того, что на Солнце можно посмотреть через телескоп только один раз, ну или два максимум. Но лучше разглядывать через него другие планеты, как этот приятель. Ставь лайк, если догадался, в чем тут подвох. Такая пила оснащена специальной защитой, которая различает распиливаемые материалы и может отличить дерево от плоти, за счет чего позволяет снизить травмоопасность циркулярной пилы и риск потери пальца. Если вы никогда не видели северное сияние, то эти парни постараются максимально погрузить вас в его атмосферу. Si Optimum Prime! Fucking inang yan, Optimum Prime! Почему его не пригласили на оригинальную озвучку трансформеров? Si Optimum Prime, do. А так летит пуля в замедленной съемке. Просто посмотрите, как она прорезает воздух своей скоростью. Автор этого ролика болен шизофренией, и чтобы люди понимали, как он видит мир своими глазами, он решил сделать это видео. От просмотра этого ролика у меня затряслись коленки. Надеюсь, что пилот все-таки вернется за ними. Посмотрите, как этот пес пытается избавиться от улик и скрыться с места преступления. Excuse me, sir. Оказывается, зима не так уж и плоха, если ты живешь в Швейцарии. Если вас когда-то волновал вопрос, как же все-таки определяют группу крови, то вот вам на него ответ. Это, пожалуй, самые безумные качели, которые я когда-либо видел. А это видео точно не нуждается в комментариях. Просто наслаждайтесь. Этой козе позавидует любой паркурщик. А так выглядит открытие шлюза в дамбе спустя несколько лет.
А можно сделать откат до прошлого обновления матрицы, там было все в порядке с текстурами. Но если серьезно, такой эффект получается всего лишь из-за большого количества освещения на мосту. Наслаждению оператора этого видео можно только позавидовать. Эти ребята устроили настоящее световое шоу, используя 500 дронов одновременно. По-моему, в ближайшем будущем салюты уйдут на второй план. А так выглядит самый дорогой в мире анбоксинг. Если бы эта рыбка могла вылезти, не думаю, что он бы так уверенно стучал по аквариуму. Что делать, если ты сильно любишь греблю на каноэ, но на улице зима? В Китае придумали ставить лодки на коньки и кататься на них по замерзшей реке. Помните, я говорил, что у животных есть свои программы по освоению космоса? Вот еще одно видео, которое это доказывает. Вот почему постройка пирамид до сих пор остается загадкой для человечества. Эти ребята решили сравнить шум от взмаха крыльев голубя, орла и совы. Результат смотрите сами. Когда пытаешься сэкономить на специалисте и говоришь, что умеешь все сам. В следующий раз, когда будете проходить магнитно-резонансную томографию, лучше не вспоминайте это видео. А тут, пожалуй, комментарий излишний. Нет ничего лучше, чем правильно подобранная музыка. А вот так выглядят яйца обыкновенного кузнечика. Так вот, у кого Ридли Скотт позаимствовал вторую челюсть для своих ксеноморфов. А так выглядит кошмар перфекциониста. А вот так происходит сортировка помидор. А так сносят здания при помощи динамита. Просто представьте, сколько будет пыли в квартирах соседних домов. Если вы когда-то встретите лося в дикой природе, то лучше не стойте у него на пути.
А вот так выглядит дно самого глубокого в мире бассейна. Bring it up. Holy shit. Reel it up. Reel. Finally! We got the fish! Я надеюсь, он поделился с ней кусочком курочки. Высоко сижу, далеко гляжу. Где-то поблизости должен быть медведь с пирожками. На первый взгляд можно подумать, что этот песик замерз. Но как оказалось, он делает так постоянно, когда просит еду. По-моему, они зря решили спрятаться за этим сугробом. Коммунальные службы сделают все, чтобы ты исправно им платил за электроэнергию. Но если вы уже видели все на этой планете и хотите чего-то нового, то марсоход Curiosity с радостью покажет вам панорамное видео с соседней планеты. Да, такими темпами они долго будут засыпать эту дыру. Когда у тебя нет работы, но начальник сказал не покидать рабочее место. Когда вы будете играть в современные компьютерные игры, не думайте, что NPC это бездушные персонажи. Настоящие актеры хорошо постарались, чтобы передать вам свои эмоции через них. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Finest comes of his long blood. Когда ты работаешь в доставке и пытаешься всеми способами доставить заказ вовремя. Вот такая доставочка бывает. А так корабли проходят через судовые шлюзы. Это именно тот момент, когда ты всем говоришь, что у тебя все хорошо. Либо это код Майкла Джексона, либо реинкарнация существует. Если вы арахнофоб, то лучше промотайте этот ролик. Я думал, такое возможно только в играх. Все видели градирню снаружи, но мало кто имеет представление, что там творится внутри. Она охлаждает циркуляционную воду и подается насосами обратно на турбину, которая вырабатывает электроэнергию. Она все равно бы упала, но он хотя бы попытался. Дуэль на снежках никогда не была такой эпичной. Тот момент, когда ты пытаешься сделать как лучше, но получается как всегда. Во время плавания к дну корабля прилипает не только различные водоросли, но и множество живых организмов, которые выглядят так, как будто эти кадры сняли на другой планете.
Именно так собирают чай на плантациях, который вы только что заварили. Такой метод сборки практикуется практически везде, но все-таки наилучшим качеством обладает тот чай, который был собран вручную. Это самый первый в мире ноутбук под названием Osborne 1, выпущенный 3 апреля 1981 года. Close it up and you press enter. А при помощи такого оборудования строят мосты в Китае. Все знают, что кактусы очень колючие растения, и трогать его без надобности лишний раз совсем не хочется. Но как верблюдам удается их есть? При том, что если перед ним будет выбор съесть кактус или какое-нибудь другое растение, то верблюд выберет кактус. А все дело в том, что внутренняя часть пасти этого животного состоит из образований, которые частично состоят из точно такого же материала, что и человеческие ногти. Поэтому верблюд без проблем может питаться различными колючками. Оказывается, птицы тоже ходят на рыбалку. Детство никогда не заканчивается, а меняются только игрушки. Если вы думаете, что это единичный случай, то вы ошибались. Как ему удалось научить кота читать? That's right. Пожалуй, это самый суровый кастом Nintendo 64. Вот какой должна быть настоящая электронная музыка. Нет, это не новая порода собак, просто песик решил поиграть с пчелами и проиграл. А вы знали, что если заснять облака в горах, а затем ускорить видео, то они будут выглядеть точно так же, как и волны? Эти рыбки выглядят так, будто созданы из компьютерной графики, но на самом деле это настоящие аквариумные рыбки, которые были выведены в Тайване. Благодаря генной инженерии в ДНК рыб удалось добавить ген медузы, который придает им такое свечение в темноте. В воде обитает огромное множество удивительных существ, и вот одно из них. Эта рыба называется дьявол-скорпион и отличается не только своим особым видом, который позволяет ей хорошо маскироваться на дне океана, но и тем, что она практически не плавает, а передвигается по дну за счет особого строения плавников. Из-за жалоб, что правительство вырубает много деревьев для застройки зданий, в Китае решили построить гостиничные комплексы в форме деревьев. А вот как чистят украшения при помощи специального раствора и ультразвуковой ванны.
Мне просто нужен такой автомат на следующее лето. Благодаря ему можно охладить или заморозить напиток всего за несколько секунд. Помните лестницу из фейерверка? Я нашел салют намного круче этого. А вы знали, что если одуванчик поместить в воду, то он не намокает? А все из-за того, что его семена являются влагостойкими и никак не хотят взаимодействовать с водой. А так можно увидеть излучение радиации. Такое явление можно наблюдать в особой среде под названием камера Вильсона, где находятся перенасыщенные пары воды и спирта, благодаря которым можно увидеть заряженные частицы. Я бы точно не отказался от такого пылесоса. Именно с его помощью люди добывают золото под водой. Если вы не могли представить, как работает двигатель внутреннего сгорания, то вот вам наглядная его демонстрация в разрезанном состоянии. А так происходит запуск двигателя на судне. Мне непонятно только одно, как смазываются трущиеся детали в открытом состоянии. Вот такое шоу из дронов можно было наблюдать в пустыне Блэк-Рок. Оказывается, корица точно так же, как и одуванчик, не смешивается с водой. И если насыпать ее в стакан хорошим слоем и окунуть туда палец, то вы вытащите его совсем сухим. А вот так происходит запуск ядерного реактора на атомной электростанции. Многие знают, что для тушения лесных пожаров используют самолеты-амфибии, которые создают имитацию дождя из пожаротушительной смеси. Но мало кто представляет, какой на самом деле вес сбрасывает такой танкер. И для этого одна из пожарных компаний США решила продемонстрировать, какой разрушительной силой обладает такая падающая смесь при ее неправильном распылении. Говорят, что молния не бьет два раза в одно и то же место, но видимо у нее с этим фонарем личные счеты. В Китае существует стеклянная водяная горка, расположенная в горах, с которой можно полюбоваться потрясающим видом во время спуска. А вот и новые заставки с 3D проектора в Японии. А вот такую нагрузку выдерживает человеческий зуб.
Это видео доказывает то, что у животных все-таки есть свои программы по освоению космоса. Этот парень разозлился на непогоду из-за того, что она испортила ему игру и бил в нее мячами для гольфа. Но он точно не ожидал, что природа даст отпор, ударив молнией в летящий мяч. Рекламные кампании дошли до такого уровня, что во время спортивных мероприятий рекламные баннеры отличаются друг от друга в зависимости от канала, по которому транслируется одна и та же игра. Увидев, что хозяйка проигрывает, собака решила помочь ей забить хотя бы один шар. Нет светофоров, а значит нет пробок. Это видео из Восточной Африки доказывает, что это реально. Чтобы удивить маленьких детей на пляже, этот мужчина научился надувать мыльные пузыри размером с машину. А вот так выглядят гусиные ракушки, которые считаются деликатесом в Испании. Камере наружного наблюдения удалось запечатлеть огненный дождь. Все произошло из-за того, что молния ударила в металлическую крышу здания, и расплавив листы железа, посыпались такие искры. Никто бы точно не поверил, что лось умеет бегать по воде, если бы эти парни не засняли его на видео. А тем более собака. Наверное, каждый из нас в детстве выкапывал нору в сугробе, но этот парень пошел дальше и сделал в нем настоящий дом. На Гавайях можно наблюдать лавовые водопады. Это происходит из-за тонкого верхнего слоя земли, который пробивает магма и вырывается на поверхность. Оказывается, не только Аквамен хорошо владеет трезубцем под водой. Окажись немного левее, эти дайверы увидели бы, что находится внутри кита. Оператору этого видео удалось заснять очень редкого кита-альбиноса, которых осталось всего несколько штук в мире. А вот так ягуар охотится под водой. Как этому парню удалось надрессировать рыбку, чтобы она приносила игрушку обратно? А так выглядит насекомое под названием золотой черепаховый жук. Этот парень точно не знает, что такое гравитация. Перед подготовками для соревнований спортсмены тренируются в таких бассейнах для быстрого старта. Своего рода это беговая дорожка, но только для пловцов. Как говорится, в большой семье не щелкают. Оказывается, существуют не только лысые кошки, но и хомячки тоже. Эти облака называют вымяобразными, а принимают они такую форму перед сильной грозой или торнадо. Этот парень поймал рыбу и прицепил на нее камеру, а затем отпустил обратно в озеро, чтобы понаблюдать, что она делает под водой.
В Японии сделали интерактивный океанариум, в котором оживают и плавают нарисованные детьми рыбки. В Черногории после сильных дождей произошло необычное явление, в результате которого дерево превратилось в фонтан. Это видео еще раз доказывает, что собака лучший друг человека. А вот так выглядит новорожденная кобра. Так вот, чей образ использовали мультипликаторы в мультфильме «В поисках Дори». А так сбрасывают якорь на рыболовном судне. Этот парень так сильно любит Гарри Поттера, что сделал себе колоду карт из персонажей фильма. Вы когда-нибудь думали, едя за рулем, что дорогу может перебежать рыба? Скажете, это нереально? Но вот водители штата Вашингтон с вами не согласятся. Дело в том, что во время паводков разливается местная река Скакомиш. И так совпало, что сезон нереста у лосося происходит в это же время. Именно поэтому рыба оказывается повсюду. А вы любите кататься на санках? Если да, то тогда смотрите, как выглядит спуск от первого лица по санному спорту. В Исландии существует ледяная пещера, через которую можно пройти и полюбоваться ее красивым видом. Этот парень решил продемонстрировать, как будет выглядеть 1 миллиард долларов на примере рисовых зерен, где одно зернышко будет равняться 100 тысячам долларов. А этот парень и правду отхватил леща. Как вообще ему удалось поймать эту птичку? Этот жираф, наверное, увидел, как его братья катаются на мотоциклах в GTA, и тоже решил попробовать. Никогда не пускайте воздушные шары рядом с линией электропередач. Пилот вертолета решил подшутить над своими пассажирами и притворился, что упал в обморок. Я понимаю, что фокусы — это всего лишь ловкость рук, но как вообще такое возможно? Оказывается, не только люди умеют рисовать картины. В Китае построили самый высокий и самый длинный стеклянный мост в мире. И для того, чтобы доказать, что мост действительно прочный, они пригласили 100 добровольцев, которые попытались разбить стекло. А вот так моют голову в космосе. А так вырубают лес с помощью современных технологий.
Китайцы не перестают удивлять со своими приспособами. Если вы думали, что огромное здание никак нельзя перенести на другое место, это видео точно разрушит ваши стереотипы. Это настоящее доказательство того, что черепашки-ниндзя все-таки существуют и устроили у себя внизу неплохую тусу. Хоть акулы редко нападают на людей, но это, наверное, очень сильно хотело пообедать человеченкой. Оператору видео сильно повезло, что лодка не резиновая. Водитель этого пикапа разрушил все законы физики, но он бы не справился без помощи оператора, который слегка наклонил камеру. Если вы хотите залипнуть на пару минут, то просто залейте жидкий азот в грязную емкость и наслаждайтесь зрелищем. Помните попугая из второй части очень страшного кино? Эй, птичка, как поживаешь? Мне удалось найти его брата в реальной жизни. Леша, ты какашка вонючая. Какашка вонючая. Этот стервятник решил немного передохнуть во время полета и присел на селфи-палку. До центра за сотку. Некоторые фейерверки могут быть действительно впечатляющими. Вот пример одного такого салюта, который строит лестницу в небо. Вес наковальни составляет примерно 200 килограмм, но она без проблем может плавать в емкости с ртутью, потому что плотность ртути в 13,5 раз больше, чем плотность воды. Многие видели ролик с клейкой лентой, которая устраняет любую течь. Оказывается, это не фейк, и она способна устранять даже протечки с маслом. А вот так выглядит очень большой перфоратор. А этот случай мгновенной кармы, когда врач хотел стрельнуть резиновой перчаткой в медсестру, но она слетела совсем в другую сторону. Помните парня, вызывающего молнию из прошлого выпуска? Я нашел ему конкурента, который может запускать ракеты в космос. You get that. Этот парень случайно заметил, что его веб-камера может просвечивать пластик. А как вы думаете, это реально или просто профессиональный монтаж? Оказывается, купив аквариум, можно не только наблюдать, как мирно плавают рыбки, но и запечатлеть их разборки. What the heck is going on here? Вот такая трещина недавно образовалась в Антарктиде. Этим ребятам удалось заснять, как молния бьет в дерево. Судя по их эмоциям, они тоже видят такое впервые. А вот как выглядит новорожденный кенгуренок. А так улитка откладывает яйца. Пожалуй, я останусь на ночную смену. Если вас замучили грызуны, живущие в стенах, то вам точно стоит обзавестись змеей.
А эта акула, наверное, решила, что попала в рай, и если бы могла говорить, то умоляла парней оставить ее тут. Жителю Ставропольского края удалось заснять очень редкое природное явление. На арбузном поле он нашел живого крысиного короля. Считается, что животные спят вместе, пытаясь согреть друг друга, и их хвосты перепутываются настолько, что потом грызуны не могут распутать их обратно. Это один из первых случаев, когда человеку удалось заснять вживую такое явление, так как в основном ранее найденные короли состояли уже из погибших особей. Вот эту сюда, эту сюда. Эту сюда, эту сюда, вот. Наконец-то я их распутал. В Индонезии начал извергаться вулкан Мерапи и удивил местных жителей тем, что дым, который из него шел, был розового цвета. Ученые предполагают, что такой цвет получился из-за сильного содержания марганца в недрах Земли. Но жители Индонезии считают, что он просто соответствует нынешним трендам и пытается быть гламурным. А вот как ученые собирают свежую лаву для ее дальнейших исследований. С этого шмеля нужно брать пример, как правильно расслабляться. Он точно знает толк в настоящем чили. Именно так работает система пожаротушения на заправках, которая похожа на запуск шаттла. Или может быть это Илон Маск опять ставит свои эксперименты, чтобы как-то заряжать свои Теслы в космосе. Оказывается, у людей, носящих парики, тоже есть особое приветствие. На Олимпиаде в Токио Япония продемонстрировала свою силу в высоких технологиях, где на улицах города установили 3D-проекторы, чтобы удивить приезжих туристов. Если вы никогда не видели пиранью вживую, то вот вам наглядный пример того, что не стоит сувать ей палец в рот при встрече с этой рыбкой. Этот парень любит кататься на лодке и кормить морских птиц. Но помимо птиц, рыбой захотел полакомиться и морской лев, который запрыгнул на лодку и в наглую съел всю рыбу. Девушка решила подшутить над своей собакой, и вместо положенного ей ужина она решила дать ей 3 кусочка сухого корма. Но такое решение не обрадовало песика, и он решил пойти на крайние меры. Во время мойки потолка уборщики, наверное, случайно открыли портал, который отправил их прямиком в Silent Hill. Но если серьезно, то они задели систему пожарной сигнализации, в которой находилась застоялая вода, что и вызвало такое жуткое зрелище. Это, наверное, самый длинный змей во всем мире. Говорят, что он разматывается и по сей день. А эти головастики застряли на лилиях в каплях воды и никак не могут вернуться обратно в озеро. Потому что головастики, как и водомерки, настолько слабые и легкие, что не могут продавить поверхностную пленку воды. Если у вас дома завелся паук и вы не знаете, как от него избавиться, просто поставьте перед ним зеркало, это отвлечет его на какое-то время. Если вы думали, что детская пружинка это бесполезная игрушка, то посмотрите, что с ней вытворяет этот парень. Вот что будет, если поставить на лодку V-образный 6-цилиндровый двигатель, да еще и с турбиной. А вот и конкурент шмелю. Эта хрюшка должна преподавать уроки по снятию стресса. Вы когда-нибудь видели, как краб ест кукурузу? Нет? Тогда смотрите.
Все знают, что хомяки запасают еду в щеках, но кто бы мог поверить, что туда может влезть столько? Теперь я точно понял смысл слова «хомячить». А вот так опускают якорь на большом судне. Если вы не могли представить размеры планет в нашей Солнечной системе, то вам точно поможет эта визуализация. Если в вашем городе большие лужи, которые трудно пройти, то вам стоит поучиться у этого парня. Эта птица настолько привыкла к людям, что без проблем может дать пятюню. А эта обезьяна наверняка познала смысл жизни. Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Здесь кто-то рассадил гремучую иву вне Хогвартса? А нет, все нормально, просто ветер настолько сильный, что поднимает деревья вместе с корнями. Этому парню нужно выступать на Олимпиаде. Пишите в комментариях, если тоже закружилась голова от этого видоса. Этот приятель решил использовать руку вместо удочки. Но наверняка он не ожидал, что рыба действительно клюнет. А вот что будет, если зажечь сразу все фейерверки, которые были предназначены для 15-минутного шоу. Эта кошка устала мяукать под дверью, поэтому она научилась звонить в звонок. А этот тигр, наверное, догадался, для чего его везут к ветеринару, и решил удрать от хозяина. Что не так с этим лесом? На самом деле это озеро в Китае, из которого растут деревья. А вы знали, что не только люди любят кататься на водных горках, но и крокодилы тоже? Пишите в комментариях, какие моменты вам понравились больше всего, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.